Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова я, бот Васин. Настало время завести научно-образовательную программу по прохождению всякой хуеты. И первая из них будет бомба-лес. У меня уже было на него руководство, я его написал еще в 2017 году. На самом деле я этот хайст прошел больше 150 раз, всякими разными способами. С пилами, с рогатками, с разорванным очком, в соло и тому подобных прохождений много. В этом видео расскажу про все особенности, которые тут есть, покажу страты по прохождению, где сидеть, прятаться, заходить сбоку, и как двигаться кабанчиком и решать вопросы. Пожалуй, начнем. Планирование. Цели тут довольно простые. Ищем вагон с хранилищем. Поджигаем термит. Как будете спускаться, обязательно возьмите, чтобы потом не бегать. Ждем вертолет, подключаем шланг. Все зависит от страты, которую выберем. Обороняем насос и шланг от него. Забираем бомб. Сбегаем. Вроде все просто. Смотрим на карту, я буду помечать и показывать. С этих позиций будут наступать враги. В центр карты еще будет прилетать вертолет с десантом. На этих позициях будут появляться снайперы. Берин предупреждает, но все равно внимательно тут. Номеры вагонов напишу на мини-карте. Все разом в игре не появятся. Из них заполняются вертушкой 8, 17, 39, 27, насосом 14, 33, 26, 3, 45, 13. Следующий пункт. Планы побега. Первый из них лодка. Это вообще пиздец, хорошо если вас четверо. В одного тащить довольно долго и опасно. Зато не требует очков планирования и сразу же активируется с первой взятой сумкой. Если выбираете, то несите в самое начало за километр. Подойдет такой вариант для низких сложностей. Не советую его вообще использовать. Второй побег на самолете. У меня с ним есть одна стратегия, но об этом позже. Этот вариант играбелен и очень хорош. Стоит 4 очка планирования. Активация происходит после взятой бомбы. Но тут есть один моментик. Надо спилить деревья и самолет вызвать. Чтобы не терять время, просто вначале взрывайте, либо спиливайте эти деревья. В противном случае будете ебашить бензопилой. Она тут, если что, разработчики местоположения не помечают. Самолет летит 30 секунд. Довольно быстро. Третий вариант. Вертушка. Это самый долгий, но безопасный вариант. Стоит 8 очков планирования. Сразу же активируется после взятия бомбы. Вертолет летит 3 минуты. Хорошо, что ничего не нужно вызывать и т.д. Вертушка сюда прилетит в центр карты. Активы. Снаряжение. Покупать по желанию. Стоит 2 очка за одну сумку. От них особо толку нет, не берем. Задержка тревоги. Не особо полезная вещь. Стоит 2 очка. Снайпер Илья. Стоит 4 очка. Да, от него есть польза, но он тратит много очков. Если купили, то ставьте на правую верхнюю сторону. На самом деле эти 3 актива с моими стратами не купить вообще. Не хватит очков. Они подходят только для варианта с лодкой. Оставьте все эти активы на низкие сложности. Мы обойдемся без них. Эксперт-подрывник. Покупать обязательно на 2 вагона. Стоит по 1 очку. Покупайте с умом, этот актив очень важен и, можно сказать, решает вашу судьбу на ограблении. Рассмотрим подробнее. На карте всегда появляется 5 из 10 вагонов. Эксперт гарантирует появление вагона выбранного в планировании. Покупайте эксперта на 2 вагона. Вы потратите всего 2 очка, но лишите себя многих проблем. Если вы купите эксперта на стоячие вагоны 39, 33, 3, 13, то с 4 будет со 100% гарантии в одном из этих вагонов.
Поиск на перевертышах не имеет смысла. Если вы хотите использовать вертолет и быстро найти с 4, то лучшим вариантом будут 39 и 33 вагоны. Я не даю 100% гарантию прилета вертушки в таком случае, но всегда можно рестартнуть. Если вы хотите использовать насос, то лучшим вариантом будут 13 и 33 вагоны. Вы легко найдете с 4. Практически 100% гарантии насоса. Пилот профи и улучшенный насос имеет смысл покупать только если вы используете насос. Стоит 4 очка. Давайте сравним насос и вертушку. Для заполнения вагона насосу требуется 300 секунд, с активом это время уменьшается до 160 секунд. Для заполнения вагона вертолету потребуется 240 секунд. Добавим еще 35 секунд после появления на карте до того момента, когда шланг можно будет подсоединить. Вертолет раз улетает на дозаправку, соответственно прибавим еще 120 секунд, с активом время до заправки уменьшается до 60. В итоге получается, что вертолет заполняет вагон за 430 секунд, с активом время уменьшается до 370 секунд. А стоит ли эти 4 очка? Еще вы не сможете использовать побег на вертушке. Дополнительная лестница и монтировка, пустая трата очков. Все стоит по 1 очку. Они все есть на карте. Лестницу можно снять с вагона, отпилить защелки или взломать. Правда, толку от лестницы не особо много, можно прыжками на любой вагон залезть. Ящик с монтировками можно найти рядом с 3 вагоном. Нахуй покупать, не понимаю. Дополнительная добыча. В ящиках внутри вагонов может появиться доп. Добыча. Попадается кокаин, золото и деньги. Каждый вагон, стоящий на колесах, содержит 2 ящика, внутри которых может содержаться добыча, в случае если внутри вагона не появляется хранилище. Внутри каждого ящика может с 35% шансом содержаться добыча, кокаин или золото. Один из перевернутых вагонов содержит 1 ящик с 15% шансом на сумку с деньгами, иначе с золотом. Однако, если появилось 4 вагона на колесах и 1 перевернутый вагон, внутри которого хранилище, тогда этот ящик теряется. Рубрика «Неинтересные факты». Если выбран побег на лодке, то на другой стороне каньона сидят снайперы и ждут вас. Связанный заложник отсрочивает начало штурма на 20 секунд. С 4 появляется в ящиках от машин для голосования со 2-го дня контракта, день выборов. Все установленные дрели не ломаются. Самопочинку дрели не берите. Иногда на карту прилетает сватовский вертолет, который высаживает врагов. Есть 10% вероятность того, что ограбление будет происходить ночью. Определяется этот шанс еще с покупки контракта, а не с рестартов. Прохождение первым способом. Используем вертолет для заполнения вагона, затем на этом же вертолете и уходим. Так и проходит этот хайст практически все. Самый безопасный вариант и самый долгий. Так легко пройти, что даже не интересно. Вы потратите от 16 до 20 минут. В припланинге покупаем побег на вертолете и подрывника на 33 и 39 вагон. Обратите внимание, я купил на 33 вагон, он хоть и заполняется насосом, но он стоячий, а значит, что с поиском с 4 не будет проблем. Вообще ставьте дрели на все стоячие вагоны, в каком-то из них будет с 4. Если только 33 стоит, значит все в нем. Я специально купил этот вагон, он самый удобный, все остальные в центре карты. 39 тоже довольно удобен. Он заполняется вертушкой, если вертолет не заполняет его, значит тут может лежать с 4. В самом прохождении в начале обязательно термит возьмите, забудете по-любому. Ищите теперь тот вагон, который заполняется вертушкой, если выпал насос, то рестартайте. Бегите и по пути свяжите заложников у машины, это делается для задержки штурма на 20 секунд. Один из игроков сразу бежит в левую часть леса на поиски нужного вагона.
Этот же игрок и должен взять термит. Остальные бегут устанавливать дрели на вагоны в поисках щитов. Не забудьте взять монтировки в центре карты. Если хотите, то можете снять лестницу с вагона. Только делайте в начале игры, чтобы потом пизды не получать. На склоне горы находятся вагоны, всего может быть 5 штук. В одном из них находится хранилище, в других или же только в стоячих щитах. Вы же помните про планирование и какие вагоны покупать, верно? А в остальных могут находиться сумки с золотом или деньгам. Вагоны также могут быть пусты. После нахождения хранилища заложите термит и обороняйтесь в одном из выбранных мест. Первое укрытие под деревом. Работает только при наличии вагона возле него, но будьте осторожны, враги могут забраться на вагон и начать отстреливать вас оттуда. Второе укрытие у ящика под вагоном. Работает только при наличии вагона возле него. Третье укрытие за вагоном. Работает только при наличии вагона возле него. Четвертое укрытие на вершине горы за вагоном. Работает только при наличии вагона возле него. Находится под вражеским спауном, поэтому будьте осторожны. После того, как термит закончит свою работу, необходимо дождаться Байла с баком воды на вертолете. Теперь вам необходимо только обороняться от полиции и подсоединять шланг. Иногда шланг может отсоединяться, копы с ним взаимодействовать не могут, это происходит рандомно. Затем Байл уходит на дозаправку, раз за все ограбление, на это уходит 120. Вероятнее всего к этому времени уже начнется затихание. Все дрели, которые вы установили на вагоны, закончат свою работу, если вы, конечно, ставили в начале игры. Затихание, а значит, что новые враги появляться не будут. Именно в это время и надо искать щитов. Если вы купили эксперта, как я говорил, то щитов будет со 100% гарантией в одном из 13-39 вагонов. Проблем с поиском у вас точно не будет. Лучше всего разделиться, 2 игрока сидят в укрытии и обороняются, 2 других отправляются на поиски щитов. Установите щитов и подорвите вагон. Только не стойте на нем во время взрыва. Затем хватайте мешки и ждите вертолет, летит 3 минуты. У вас появляется самое надежное укрытие на карте, это вагон. В нем вас никто не достанет, если, конечно, не стоять возле выхода. Враги также могут забираться на вагон и отстреливать вас оттуда. После прилета вертушки, идите и относите сумки, только аккуратно. Скорее всего, снаружи вас ждет огромная толпа всякой разной нечисти. Отстреливайтесь и ждите затихания. Можно и напролом, если уверены в себе. Ах да, еще не скосите, когда будете кидать вертушку, а не то будет очень и очень плохо. Прохождение вторым способом. Используем насос для заполнения вагона, затем уходим на самолете. Самый быстрый вариант, но непростой. Придется следить за шлангом, чтобы не поломали. Таким образом, ограбление проходится за 8-12 минут. В планировании покупаем побег на самолете. Подрывника на 3,13 вагоны. Пилот профи и улучшенный насос. Я специально взял на 3,13 вагоны подрывника. Во-первых, чтобы не ебаться с поиском щитов, если бы я купил на 33, то сумки пришлось бы далеко тащить. В самом начале не забудьте взять термит. Да и вообще хорошо бы одному игроку взять пилу, распилить все 5 деревьев, чтобы потом не мучиться. А так план не сильно поменялся, только один из игроков сразу наспил деревьев. Связываем заложников, берем монтажки, ставим дрели. После нахождения хранилища подводим шланг к хранилищу и запускаем насос. Придется за всем следить, за помпой тоже ее могут выключить. Это самая сложная часть в этом плане. Укрытий немного. Укрытие. Первое укрытие за деревом. Лучшее укрытие, но работает только при наличии вагона перед ним. Второе укрытие у генератора за деревом. Довольно опасное место, с другой стороны реки будут наступать враги. Один игрок поглядывает за тылом, другой сторожит шланг. Если вагона нет, то
то придется сидеть всем у генератора и бегать регулярно отгонять ментов от шланга. Помпа работает очень быстро, вам останется только дождаться затихания и забрать щитых. После взрыва сразу все хватайте сумки и бегите к дороге. Один из игроков сразу бежит и зажигает флаер, попутно получив пизды абсолютно от всех. Если деревья в начале игр не спиливали, то бегите за бензопилой. Достаточно будет перебраться сюда, тут более-менее нормальное место. Спиливайте деревья, если вы этого еще не сделали, либо ждите самолет и сматывайтесь. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и напишите, хотели бы вы еще видеть подобные ролики. Ну или что бы вы вообще хотели увидеть. Прочту все, прислушаюсь. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч.